Ну что, всем привет! Сегодня опять буду плавить пластик. Вот этот вот полиэтилен неизвестной маркировки. Даже не знаю, какой он плотности, высокой, низкой или средней. Короче, поплавлю, узнаю. Находился этот мешок вот в этом мешке. Это мешок из-под удобрений, из-под селитры. Здесь маркировка вот такая вот. Полипропилен, получается, ПП. Вот. Хотел сначала его плавить, но я думаю, не думаю, а мне как писали в комментариях, полипропилен вроде как будет после плавки хрупкий. Но возможно в следующем видео я покажу, попробую его плавить. Это мешок на 800 килограмм, или на тонну, или на 800. У нас разные были на работе с удобрениями. Разные тары. Вот, 1000 килограмм, да, это на тонну был. Вот потом его поплавлю в следующем видео. А пока вот это. То есть, который был внутри для влагозащиты селитры. Так, хотел я его сначала резать на куски, то есть, на квадратики мелкие. Но потом, как посмотрел на его площадь, когда развернул, это я буду часа два его только нарезать. И так как я сегодня не преследую никакой определенной цели, то есть, цель есть, конечно, но плавлю я его не для того, чтобы уже конкретно делать какую-то из него деталь, точить. А просто хочу узнать, что с него получится, какой пластик. Будет ли он хрупкий или будет эластичный. То есть хрупкий значит в утиль. Эластичный значит пойдет на всякие какие-то поделки. Вот, и поэтому я его просто большими кусками нарежу, лишь бы в форму влезал он, да и все. Будут пузыри, пускай. Потому что это эксперимент просто, чтобы узнать, как он себя, этот пластик, поведет. Буду его плавить я его вот в этой форме. Это внутренняя ванна от термоса. И просто буду наплавлять и трамбовать. И в этой духовке буду я его жарить. Все, я сейчас нарезаю более-менее приемлемые куски. И будем заряжать духовку. Ну вот, зарядил духовку, включил, все, работает. Пока что поставил на максимум. Чуть-чуть прогреется. Уберу до 200 градусов. В интернете смотрел, температура плавления от 105, по-моему, градусов. И там уже в зависимости от марки. Короче, буду смотреть по ходу. Будет подгорать, убавлю. Все, закрываю я теперь дверцу и ждем первого результата. Вот он, первый блинчик пошел. Уже плавится, садится понемногу. Можно уже его садить и добавлять дальше. Решил сматывать вот такие вот бублики и буду добавлять. Пока плавлю, решил провести эксперимент. Думал, получится строительным феном плавить. Но не получается. Получается вот такая вот штука. То есть термофен, в отличие от духовки, со всех сторон не греет, а греет где-то в определенном месте. Но зато теперь они вот такие вот, я их формирую. Они уже не разваливаются. И уже вот такой вот кусок забрасываю дальше туда. Вон, видите, один уже сверху лежит. Скоро буду трамбовать его. Потому что вот такой, когда забрасываешь, он бывает расширяется там в форме и в бока утекает. А феном хорошо. Вот, и таким образом формируется более-менее приемлемый кусок, который можно закладывать. Все, продолжаем. Дальше, наверное, я уже покажу, когда буду вынимать полностью. Когда будет готова полная, или когда мешок сплавлю, или когда будет полная форма. Все, прошла последняя закладка. Сейчас буду вынимать. Вон она стоит. Последний прогрев. Сейчас достану, покажу, что там выходит.
выходит вот что. Вот такое опять получилось тесто. Прям настоящий белый пластик. Он мнется. Но он липучий намного, чем это, больше, чем HDPE. Видели он какой? Сейчас я его под пресс, потом остынет, выну и посмотрим, на что он будет способен. Но это, скорее всего, получился пенопластик, потому что пузырей много. Вот когда я давил, выдавливаю, пузыри постоянно хлопают, хлопают, хлопают. И навряд ли пресс что-то с этим сделает. Но сейчас я пока приготовлю пресс, я ее еще раз прогрею, потому что она сейчас-то уже остывает. Поэтому я ее еще раз прогрею, чтобы сразу с духовки под пресс поставить. Все, прогрел, короче, я пластик. И пока не начал он гореть, пора зажимать его в пресс. Так, шкивок сюда этот кину, чтобы давил. Опа! И теперь надо как-то его мне умудриться зажать. Ага, пора не поставил. Ёлки. Мастер. Вот так вот. Вот. Так, а теперь вопрос. Я камеру включил. Пишет, да? Все, значит, надо выравнивать и давить. А выравнивать получится? Так, вроде ровно. Значит, давим. Что-то хлюпает. Значит, пузыри, наверное, давятся. Опа, все. Ты, блин, с под шкива поползла. Так, ладно, пусть остается. Все. Как я уже сказал, это экспериментальное, поэтому чуть-чуть подстынет, попробую еще поддавить. Плохо подготовился к этому эксперименту. Взял, во-первых, мягкую форму, она прогибается. То есть у меня сейчас на прессе стоял здесь вот этот пятак, и этот пятак вдавился в форму. Пятак убрал, подтянулось, не знаю, выровнялось там, нет. Но может быть спасло то, что вот этот полиэтилен с мешка, он застывает намного дольше, чем пластик, который я раньше плавил, вот HDPE. Он до сих пор мягкий. Это вот выдавило под пресса. И он мягкий, он корочкой взялся, а внутри мягкий. Ну, посмотрим потом. Остынет, выну, посмотрим. И буду по ходу остывания еще подтягивать. Вот что получилось из мешка целлофанового вместимостью 1 тонна. То есть из такого вот куска пластика делается мешок вместимостью на 1 тонну. Сейчас я выбью отсюда, попробую выбить этот шкивок, который прижимной был у меня. И попробуем его проточить, посмотреть. Так по стенкам вроде, ну, пузырьки будут все равно, ладно. Так, это за целлофан, что я сказал, целлофан. Не надо меня сразу грызть начинать. Я слегка подготовился, я знаю, что такое целлофан. Что его сейчас не найти так же, как и натуральный каучук. Все заменили нефтепродукты и так далее. Что это полиэтилен. Все это я знаю. Просто я для эксперимента в название, наверное, вставлю слово целлофан. В название этого ролика. И посмотрю, сколько умных людей начнут меня учить, что такое целлофан, что такое полиэтилен. Потому что часто бывает напрягает, люди не досматривают до конца видео, а с середины ролика начинают тебе писать комментарии, чему-то тебя учить. И каждому из них приходится писать: ты посмотри до конца, и тогда поймешь, что к чему. Вот именно для этих людей
я напишу в названии слово целлофан. Так, ну а сейчас все, я его сейчас приготовлю и мою его в станок. Думал, сковырну шкив, вот этот же, которым прессовал, и зажму в патрон, буду точить, а оказалось, что он намного мягче обычного пластика. И поэтому не стал исковыривать, зажал уже шкив, а здесь буду сейчас протачивать, смотреть, что покажет. А вот обрезки со шкива. Смотрите. Мягкий такой пластик получился. У кого, если какие соображения возникнут, напишите в комментариях, пожалуйста, что с ними можно делать. Потому что вот это вот уже ни на шкив никуда не пойдет. А где им найти сферу применения, где нужен именно такой вот мягкий пластик, не знаю. Все, сейчас станок. Попробуем проточить, что внутри, посмотрим. Поехали. Он настолько мягкий, что его даже не слышно, как он режется. То есть, когда вот сейчас начну полностью захватывать, никакого шуршания, ничего нет. Вот такой вот целлофан. Вообще не чувствую никакой нагрузки. Сейчас я его выведу, чтобы ровно стал. Хе-хе, лапша полезла. Так, ну еще разок пройдем. Скоро захватит. Да. Ох, где мусорит. Ага, еще я не догнал. Стружка мягкая-мягкая. Не колется, не режется. Как будто древесная какая-то. Так, ну сейчас еще не добил я до конца его. Ну и с пузырями, как в обычном пластике, кое-где. Вот один. Тут непонятное. Я, честно сказать, думал, будет как поролон. А не так уж, что и пузырей много. Сейчас я до конца догоню его. Вам не видно, сейчас я удалю. Интересно так летит. Стружка. Ой, стоять. Вот так вот лучше будет. Поехали.
быстро набрасывает. Эффект весь уходит. Сейчас еще разок и пойдем по торцу. Опа. Так, ну пошли в торец. На винт намотала, везде намотала. Так, теперь можно и приблизить. Спецэффекты кончились. А с этой стороны гладенький прям. Отражается даже. Я не знаю, видно вам или нет, но потом сниму, покажу. Так, ну хватит занимать ваше время. Сейчас снимаю, посмотрим, что получилось вблизи. И все, будем заканчивать. Вот она заготовка, снял ее. Обнаружился хороший пузырь. Один-единственный на всю заготовку такой пузырь, но он есть. Ну это ладно, я же говорю, потому что я вот этими вот сворачивал коконами. То есть пластик начинал плавиться сверху, а внутри пузыри хоть как остаются. Поэтому для ответственных каких-то деталей обычных, для поделок, надо будет резать все-таки на какие-нибудь квадратики там или машинку какую-то делать для измельчения. Но зато смотрите, какой получился узор. Видите? Так, ну-ка. Смотрите. Я подозреваю, что этот узор, как на дереве, получился от того, что я несколько раз, когда закладывал, не уследил, и поверху чуть-чуть пластик пригорал. И как раз вот это вот получаются разводы такие черненькие. Ну, красиво. Может, камера не передаст. Короче, если с него и делать что-то, я думаю, что-то декоративное. Ну, хотя ручку на нож можно. Она никогда, по-моему, не расколется, если ручку сделать на нож, на напильник и так далее. Можно делать с такого материала. Так, все, наверное, заканчиваем. Так он нормальный, твердый. От руки не чувствуется мягкость совсем. Только я говорю, вот единственное, что вот так вот. Вот он полностью остывший, но он мягкий. Все, короче, куда ему пригодится. Ну и, конечно, жду ваших советов, куда его можно запулить, где использовать. Все, всем удачи, всем пока. Здоровья в это трудное время. Денег побольше в наш кризис. Ну, подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки и так далее. Все, всем пока.